Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал The Handmade. Это третья заключительная часть видео мастер-класса по вязанию вот такого вот пингвинчика. Провязали мы с вами 7 рядов без изменения. В каждом ряду по 42 столбика без накида. Новый ряд отметили и в следующем ряду вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем одну убавку, провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Такую комбинацию мы повторяем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 плюс 1 убавочка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 плюс 1 убавка. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили, вытянем немного петлю и на этом этапе наполним голову игрушки наполнителем. Далее будем фиксировать глазки, но для начала нам нужно будет зафиксировать вот эту вот белую часть, зафиксировать ее ленточкой. Берем любую ленту и вот в районе шеи плотненько вот так вот подвязываем. Пристегиваем белую часть мордочки к голове игрушки булавочками. И желательно, конечно, иметь булавочки с большими головками. Вот. Если такие же будете использовать, как и я, с маленькими, то следите, чтобы они не утонули в игрушке. Итак, пристегиваем. Так, теперь можно уже фиксировать глазки. Глазки ориентируемся по вот этой вот, так скажем, выемке. Вот, чтобы край глазика был на уровне вот этого вот уголка. Все вот так вот на вот таком вот расстоянии. Вот здесь вот белых столбиков, наверное, 2. Здесь 2 и здесь 2. Вот, все. Теперь булавочки снимаем, чтобы не пораниться. Так, я считаю, свои 4 булавочки использовала. 4 булавочки возвращаю на место.
Все, и теперь можно глазки фиксировать заглушками. Да, и еще такой момент. Слегка отодвиньте белую часть с глазиком и посмотрите, на розовой части на одинаковом уровне находятся глазки или все-таки есть отличия. Вот я чисто случайно заметила, на первом я не обращала на это внимания, на первом пингвинчике, но там у меня вроде бы все нормально. А вот здесь я вот смотрю, у меня идет различие. Сейчас я посмотрю либо на этом ряду зафиксирую, либо повыше подниму. Думаю, на этом ряду пусть будет. Так, сейчас я вам скажу, какой это ряд. Если мы считаем от ряда, там, где у нас было 5 столбиков плюс прибавка, потом мы вязали 7 рядов без изменения. 1, 2, 3, 4, 5 между шестым и седьмым рядами. Продолжаем наше вязание. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида. 1, 2, плюс 1 убавка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. По ходу вязания дозаполним голову игрушки наполнителем. Провязали, маркер можно уже убрать. В следующем ряду вяжем 6 убавочек подряд. Итоговое количество петель у нас должно получиться 6. Провязали, меняем крючок на меньший размер, протягиваем рабочую нить и отрезаем ее, оставляя хвостик длиной где-то сантиметров 10. И этим хвостиком стягиваем вот это вот отверстие. Как я это делаю, я подробно показываю в вязальном видео о шпаргалочке. Ссылочку на нее я оставлю в описании под этим видео. Далее пришьем белую часть к туловищу. Берем швейную иглу с большим ушком, небольшой кусочек пряжи Alize Softy. И пришивать белую часть будем с хорошим таким вот натяжением. Так, чтобы в конечном итоге эта белая часть не отставала от туловища. Итак, я начинала вот снизу, вот с этой вот части. Сначала фиксировала здесь ниточку. Итак, белая часть полностью пришита к туловищу. Далее пришьем клювик. Берем швейную иглу и швейную нить, сложенную вдвое для прочности, и прикладываем клювик, ориентируясь по нижнему краю глаз. И даже не на этом уровне, а чуть выше. Вот на этом. Не делайте ниже, потому что тогда пингвинчик будет похож на совенка. Вот, лучше это сделать вот на таком уровне. Вот эту вот белую часть, как бы вот так вот накрывая. Вот. И пришиваем по кругу. Клювик старайтесь пришивать так, чтобы захватывать именно розовую часть головы. Иначе клювик не будет крепко держаться, если мы будем пришивать его только за белую часть.
Далее вышьем брови. Берем швейную иглу и неплюшевую пряжу черного цвета. Заводим иглу вот здесь вот сбоку, за белой частью. И выводим в районе бровей. В том районе, где хотим, чтобы были у нас бровки. Все, ниточку отрезаем и завязываем хвостики, предварительно их расслоив на узелочки, и прячем вовнутрь вязания. Как я это делаю, как я прячу такие хвостики, я подробно показываю в вязальной видео шпаргалочки. Ссылочка в описании под видео. Посмотрела поближе на эту малышку и поняла, что ей нужны еще и реснички. Вот так вот я вышила поверху реснички той же пряжей, что и брови. Итак, осталось пришить шляпку и завязать бантик на шее. Пришиваем шляпу швейной иглой и швейной ниточкой, сложной вдвое. Итак, шляпка пришита. Я все-таки решила, что на шляпке бантик должен смотреть все-таки назад. Вот я его перефиксировала, и так лучше смотрится. Правда, у меня получилась не девочка, а такая мадам пингвин. Хотела сказать, что все, наша с вами девочка готова полностью, но не тут-то было. Нужно еще вышить черные полосочки, вот такие вот на лапках. Итак, берем швейную иглу и неплюшевую пряжу черного цвета и вышиваем эти полосочки, захватывая где-то вот 4 ряда, 2 верхних ряда и 2 ряда, скажем так, по стопе. Подтягиваем, здесь оставляем небольшой хвостик, вот, заводим туда же иглу, выводим здесь через 2 столбика. Здесь уже заводим вот прямо именно в серединочку. И также тут выводим через 2 столбика. Слегка подтягиваем. Завели вот в этом месте от серединочки на 1 ряд в бок и выводим к первому хвостику. Все хорошенечко подтягиваем, ниточку отрезаем, хвостики между собой завязываем на узелочки и прячем вовнутрь лапки. Ну вот, наша с вами девочка-пингвинчик полностью готова. Я очень надеюсь, что у вас тоже все получилось. Присылайте фото своих работ мне на электронный адрес. Вот он на экране. Либо же, если будете размещать в Инстаграме свои фото, то указывайте хэштеги, которые тоже будут указаны здесь на экране.
Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Если не подписан на мой канал, то предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много чего интересного. Всем пока-пока!